Друзья, всем привет! Сегодня мы будем проходить с вами «Безмятежный лес». Это 22 глава обычного режима. Я еще в нее ни разу не ходил, не знаю какие там мобы, но я думаю, что у меня получится пройти с первого раза. На это я очень сильно надеюсь, потому что дальше есть еще очень много глав, которые я еще не проходил. Это, ребят, как минимум 23, 24, 25 и 26 глава. Дальше нам будет еще больше разрабы давать главы, которые мы будем проходить. Так что сегодня 22 глава — это на повестке дня. Ну а пойду я, конечно же, тенью. Одета она у меня практически фулл легендарный. Я наконец-то собрал уже, ребят, демонический меч Град до ультрафиолетового цвета. Вот вы можете посмотреть на его характеристики, которые у него сейчас есть. Крутое оружие очень. Я думаю, что с помощью этого оружия я и смогу пройти эту главу. Ну и по остальным шмоткам вы, в принципе, видите, какие у меня есть. Также я возьму 2 лазерных крылана, потому что, вдруг они будут добивать. Тем более, если я возьму выстрел в голову, они тоже будут очень хорошо помогать. Ну что ж, давайте не затягивать, ребят, и отправляться в первый этаж 22 главы «Безмятежный лес». Как вы видите, в этой 22 главе всего лишь 30 этажей. И я так предполагаю, что будет всего 2 босса и 1 финальный. Мне почему-то кажется, что в этой главе будут новые мобы. И смотрите, глава на самом деле очень красивая. Разработчики молодцы, конечно, постарались. А вот и первый моб, который новый. Это гриб красного цвета. И, ребят, я думаю, что в дальнейшем разработчики добавят этого персонажа к нам на ферму. Возможно, он и станет одним из самых топовых на ферме. Про ферму мы с вами поговорим немножко позже. Я, в принципе, готовлю ролик, будет довольно-таки интересно. А также, смотрите, еще есть и синие грибы. И синие грибы летят на вас, а красные стреляют таким снарядом, который разделяется. Довольно-таки интересно, пока демонический меч Град хорошо справляется, и тень, в принципе, неплохо справляется, но не хватает, конечно же, скорости атаки. Взял я, конечно, не тот скилл, который хотел, самурай тени, хотелось бы другой взять. Ладно, ничего страшного, думаю, этот скилл мне поможет пройти эту главу. Ребят, мобы довольно-таки сильные. Я не сомневаюсь, что в этой главу лучше всего брать, наверное, все-таки тоже Хеликса и проходить именно им, потому что у него есть своя ярость, которая дает, колоссальную прибавку вам. Плюс, ребят, коса. Не забывайте о косе, хотя коса сейчас, наверное, все-таки немножко будет уступать демоническому мечграду, но, тем не менее, я думаю, с ней будет проще проходить эту главу, потому что все-таки у нее есть мега умение это делать оверхит, когда у противника остается 30% хп. Я вам еще раз скажу, что это действует только на мобов, не на боссов и не на PvP режим. Итак, первый босс, который есть, в принципе, босс, мы его все прекрасно знаем, и он не сделает никакой, в принципе, проблемы, потому что знакомы. Все боссы, которые, ребят, незнакомые мобы, конечно, они делают погоду, потому что я еще ни разу не играл в эту главу, не ходил в нее, и, соответственно, я просто не знаю, как они себя будут вести. Я также не исключаю тот шанс, что, возможно, у меня не получится пройти с первого раза, и я надеюсь, что у меня будет дополнительная жизнь, с которой я смогу посмотреть за ролик. Это, знаете, перестраховка какая-то в прохождении главы. Ребят, пока я бью дальше мобов, хотел вас попросить обязательно подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. YouTube все же продолжает показывать, что более 70% зрителей смотрят канал без подписки. А я вам напомню еще, что на 7000 подписчиков у нас будет розыгрыш. Так что подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также делитесь в комментариях, на какой главе вы сейчас остановились и вообще каким вы оружием пользуетесь больше всего. Демонический меч Град или все-таки коса, а может быть, ребят, это копье. А мы двигаемся дальше, и все-таки составляют трудности эти новые мобы. Я еще не сильно привык к механике их снарядов, и не всегда получается уворачиваться. Но практически половина испытания уже этого пройдена, 22 главы. Я думаю, что все-таки будет все хорошо. Почему я беру, ребят, еще мантию тени? Все просто. Мантия тени бьет мобов, когда они к вам либо прикасаются, либо вы подходите к ним очень близко. Соответственно, дополнительный урон никогда не может быть плохо. Также я уже говорил, почему я беру еще и дополнительно своих питомцев, потому что если я возьму выстрел в голову, это скилл, то тогда они тоже могут убивать, соответственно, мобов, и мне будет делаться намного проще в прохождении этой главы. Все-таки этот скилл, наверное, является таким одним из самых топовых. Кто пользуется им, тот, в принципе, знает. 16 этаж мы прошли, сейчас уже на очереди 17. Мобы, конечно, сильные. Они действительно очень броневые, и много снарядов надо в них выпускать. А что касается именно самой локации, ребят, локация реально очень красивая, разработчики красавчики, они очень хорошо
продумали ее, выглядит превосходно. Вот нам падает первая шмотка. Конечно, не то, что я хочу, но тем не менее пусть будет. Может быть, все-таки когда-то разрабы нам ведут новую градацию шматья и добавят какие-то новые скиллы, да, новые возможности в те же кольца, в те же книги или в те же, например, в тех же питомцев. Так что я сейчас собираю, в принципе, все, что можно, чтобы мне было дальше проще. Переходим на 18 этаж. Тем более мы взяли, ребят, один из таких самых тоже крутых скиллов, это рикошет, который, 100% даст возможность пройти мне эту главу. Хотя, смотрите, мобы действительно меня коцают очень и очень круто. А вот еще момент, чтобы вы знали, если моб прячется у вас за стенкой, если у вас есть демонический меч Град, вы можете через стенку его бить. Это тоже такой прикольный момент. Итак, у нас два босса, это два лучника. Они, конечно, противные, потому что они бьют очень больно, и надо очень сильно хорошо уворачиваться. Не знаю, получится ли у меня их пройти, но очень сильно на это надеюсь. Подошел я в упор, пару тычек сделал, и этот скилл, новый навык, который мне дает мне понимание то, что один уже убит, и остается убить еще одного босса, и все будет супер. Да, мы его добиваем, 39 тысяч хп у меня остается. Конечно, этого мало, потому что чем дальше вы проходите, тем мобы становятся более жирнее, и с ними сложнее все-таки сражаться. И вот видите, их все больше и больше, и не знаю. У меня есть, ребят, очень большое чувство такое, что я все-таки не смогу пройти эту главу с первого раза, придется выкупаться за рекламу. Почему бы и нет, если нам дают возможность это сделать совершенно бесплатно. Не привык я еще к мобам, действительно не привык. И надеюсь также, что вот я раньше говорил, что этих мобов добавят нам на ферму. Скорее всего, ребят, таки будет. У нас, наверное, будет, скорее всего, босс — это тоже гриб, и, соответственно, вот как с медузой есть маленькие медузы, которые мобы, да, а есть большая медуза, которая босс. Я думаю, с грибами будет так же. Один будет мобом, а другой будет боссом. И, соответственно, ребят, чем дальше разработчики выпускают новых героев, новых мобов, новых боссов, добавляют их, они становятся лучше, и, соответственно, скоро вот тот топ, который есть по мобам и боссам для фермы, он, мне кажется, скоро поменяется, и нам придется фармить совсем новых боссов и мобов. Окей, в принципе, продвигаемся дальше. 14 тысяч хп, это, ребят, откровенно очень и очень мало, потому что в любой момент сейчас можно словить тычку и просто-напросто упасть. Но пока держусь, главное уворачиваться, бегать по карте, пытаться смотреть, привыкать. Если вы не смогли с первого раза пройти какую-либо главу, даю вам совет, что вы сыграете в нее 10 раз, вы привыкнете ко всем абсолютно мобам, вы будете знать механику их полета снаряда, и вам будет намного проще. Мне пока сложно, потому что я попросту, не знаю, как они работают, да, некоторых вообще свободно, я знаю, куда, как кто стреляет, и мне проще. А вот те, которые я не знаю, конечно, посложнее. 26 этаж пройден, остается еще 4 этажа, совсем немного, и глава будет пройдена с первого раза, ребят. Я надеюсь, что у меня все-таки это получится. Но мобы бьют, конечно, жесть. Просто жесть. Не знаю, получится, не получится пройти. Короче, будем смотреть, ребят. Меч показывает себя, реально очень хорошо. В PvP режиме он мне не сильно зашел. Я его так пару раз тестировал, но как-то не очень. Вот в главах реально очень классно заходит. И, ребят, 32 хп. Мне кажется, почему-то 6 тысяч уже. Я думаю, что я все равно упаду сейчас, потому что как-то, да, падаем. Но у меня была реклама, ребят, я возрождаюсь. И я думаю, что с одной жизнью у меня получится до конца пройти. 72 тысячи хп было, 59. Бьют очень-очень больно, так что настраивайтесь сразу, что мобы броневые бьют сильно, и готовьтесь к этому. Уворачивайтесь, привыкайте к главам. Еще раз повторяю вам. Так, добиваем последнего. И, ребят, финальный босс. Я думаю все-таки, что это будет гриб. Тут же взять, я не знаю, что давайте священное касание, потому что, я не знаю, какой скилл взять. И да, ребят, смотрите, последний босс гриб. В принципе, я не знаю его механику. Так, он прыгает, он стреляет, да. Что он еще делает? Котится, как синие грибы, которые были в главах. Смотрите, я его зажал, и демонический меч Град просто с упора, с близкого расстояния разносит этот грибочек.
Так, остается совсем немного, больше половины хп я снес. Ну, я думаю, что он меня не добьет уже точно, я его сейчас убью. И могу с гордостью сказать, что наконец-то я прошел еще одну главу. Так, у него также появляются, ребят, помощники, чтобы вы знали. Я его добиваю, глава пройдена, вообще превосходно, считайте, с первой попытки. Да, возрождение было, но оно было бесплатное, так что, в принципе, не считается. Итак, что дает нам глава по факту? Это 140 тысяч опыта и 25 тысяч золота. По поводу того, фармить ее, не фармить, не знаю. Я, наверное, все-таки не буду фармить. И да, ребята, у нас открывается новая глава. Глава, посвященная, скорее всего, Аквее. Очень красивая. 23 глава «Подводные руины». Буду ее проходить. Эти награды, ребят, я забирать не буду, потому что, в принципе, ну зачем мне забирать, если у меня практически фулл энергия. Я ее сейчас не собираюсь тратить. Таким, ребят, получился ролик. Сейчас заберем вот достижения. И что же я вам хотел сказать. Глава довольно-таки красивая и интересная. Поиграть мне тоже классно, но фармить я ее точно не буду. Сейчас еще раз покажу, каким луком я проходил эту главу. Можете посмотреть. Вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.